На рассвете две армии вышли к бродам реки. Однако до этого долгие дни войны по обе стороны готовились к битве. Монголы наращивали свои силы и не стремились штурмовать противоположный берег реки. Славяне, что защищали реку, не спешили контратаковать монгольские лагеря, так как знали, верхом всадники Орды станут недосягаемой целью. Берег реки по обе стороны под строжайшим надзором. Ударить внезапно и застать врасплох не удастся. На неделю растянулось ожидание схватки. Армии по обе стороны пополнялись и расширяли свои ряды. 15 тысяч монголов и около 5000 славян вот-вот схлестнутся насмерть. Монголы будут штурмовать берег реки, где закрепились славяне, сразу ударив по двум бродам. Миль реки уже под защитой крепких формаций славянских копейщиков. Воевода оставил серьезные резервы позади, также расположив 1000 лучников за шеренгами копейщиков. Монголы не смогут так рьяно прорвать строй славянской пехоты, даже несмотря на мощь уланов всадников. Монголы шли уверенно, медленно, но верно ускоряя марш. Когда Орда оказалась в зоне досягаемости славянских стрелков, лучники дали свой залп. Монголы немедля ударили по позициям копейщиков и принялись пробивать щиты славян, но стена щитов была непроницаемой. Монголы задействовали конных и пеших лучников, обрушив шквал стрел на пехоту славян. Однако и тут копейщики укрываются большими щитами. Монголам не удается пробиться за один натиск сквозь ряды копий, и завязалась бойня, в которой победителя не будет. Монголы не сбавляли натиска и наращивали свой авангард по оба брода свежими силами из резерва. Воевода же не стремился укреплять фронт, копья держались славно. Монгольская же пехота напротив утопала в воде, из-за чего очень быстро теряла выносливость. Течение было не сильное, однако не давало воинам хана крепко держать равновесие, сражаясь с копейщиками славян, что стояли на краю берега. Грязь и кровь заполонила реку, через которую рвутся к пехоте славян монгольская пехота и всадники. Лучники славян спустя бесперерывные залпы в кашу утопающих монгол утратили свой боезапас. Но не монгольские стрелки, что обладали более внушительным колчаном. Их стрелы в конечном итоге поражали свою цель, однако и вместе с этим пехота монголов также гибла от снарядов конных лучников. Левый брод держался доблестно, не неся серьезных потерь, однако на правом же монголы вывели из боя пехоту и ударили всей кавалерией, тем самым пошатнув ранее непробиваемый строй копейщиков. Формация славян стала рушиться. Воевода немедля выводит из резерва дружину и бросает тех на монгольскую кавалерию.
давая возможность копейщикам перегруппироваться и вернуть свой строй. Монголы оказались проворней. Численности, вступившей в бой кавалерии славян, было недостаточно. Уланы хана огибают дружину и завязывают боем копейщиков, не давая тем перегруппироваться. Осталось снарядов. Оборона правого брода трещит по швам. Воевода выводит вторую половину резерва и также бросает на подмогу защитникам второго брода. Тем временем защитники левого же брода не уступают и метра берега. Трупы монголов образуют плато. Копыта лошадей, стремящихся к позициям славянской пехоты, утрамбовывают словно почву павших ранее товарищей. Теперь пехота монголов могла сражаться на одном уровне глаз с пехотой славян. Воевода решает отбросить неприятеля и бросает в бой пешую дружину с гриднями. Натиск славянской пехоты на какое-то время отбрасывает монголов, однако дружина, вступив в сражение, не могла образовать плотный строй из-за неровной поверхности брода и вынуждена была отойти к копьям. Тем временем кавалерия воевода наконец добирается до защитников второго брода. Оборона укреплена, пехоте славян наконец-то удается сформировать стену щитов. Всадники славян отходят к пехоте и продолжают свой бой. Спустя час битвы течение реки ускорилось. Трупы павших воинов по обе стороны уносит течением. Года переменилось, и на головы сражающихся обрушился ливень. Сильный встречный ветер подул защитникам в лица, отгоняя еще сражающихся монголов навстречу. Словно сами боги благоволили захватчикам, ускорив их продвижение через брод. Воевода бросает все свои пехотные подразделения из резерва в битву по оба брода, оставив при себе два отряда кавалерии. Река наполнялась кровью и осадками. Наконец и славяне стали утопать в воде. Но несмотря на все тягости, продолжают доблестно защищать свои позиции. Монголы тоже хватку не теряют, и все так же рьяно давя числом, пробивая себе дорогу сквозь позиции славян. Спустя некоторое время защитники правого брода, что уже по пояс в воде, ведут свой бой всадниками, что умело орудуют своими клинками. Пехота решает отступить к берегу, однако он оказывается слишком далеко, и при попытке перегруппироваться уланы монгольские прорываются сквозь отступающих к берегу и полностью ломают формацию защитников, связав в итоге славян боем со всех сторон. Воевода не в силах как-либо посодействовать и, находясь на другом участке битвы, спешит к правому броду. Однако поздно. Уланы пересекают брод и уже несутся к тому навстречу. Воевода с кавалерией витязей на полном ходу врезается навстречу мчащимся уланам, в коих руках кавалерийская ланца. При натиске половина дружины и уланов погибает. Кому удается выжить, продолжают бой в ближнем бою. Тем временем защитники левого брода
завидев битву в тылу, утрачивают свою мораль. Воины славно держались, однако, понимая, что рано или поздно монгольская кавалерия ударит с тылу, пускается в бегство. Пехота монголов, истощенная боем, бросает затею гнаться за отступающими славянами и медленно пересекает брод. Воевода, видя отступление всех подразделений пехоты на левом фланге, недолго думая, также отступает со своей кавалерией с боем. Битва проиграна. Однако чуть ли не половине славянской армии удается выжить. Монголы же утратили 1/3 своих сил и вынуждены приостановить свое наступление и возвратиться на свои земли. На этом все. Огромное спасибо тем, кто поддержал данный ролик лайком и комментарием. Это крайне важно. А также спасибо тем, кто поддерживает монеткой видосы вне стрима по ссылкам и реквизитам в описании. Отдельная благодарность Фантому и Деду за поддержку. Спасибо и до скорого.